Всем привет! С вами Диман Оператор. Сегодня я расскажу вам про создание ролика о межпространственном портале в моей ванной комнате. Я буду с вами честен, для создания подобного ролика не нужно обладать мега-познаниями в области компьютерной графики. И далее я покажу вам, насколько просто создать подобный ролик. Все, что от вас потребуется, это базовые знания в программе для создания трехмерной графики. Я использовал Lightwave. Опять же, базовые знания в программе After Effects и умение сделать трехмерный трекинг в программе Buju. Недавно я записывал обучающий ролик по этой программе. Ну и, конечно же, творческая составляющая, куда без нее. Нужно придумать сценарий, пусть не очень сложный и длинный, но тот, который будет интересен не только вам. И нужно этот сценарий снять. Я уже давно хотел сделать ролик с эффектом пропадания пола. Идея ролика родилась буквально за несколько секунд, когда я заходил в ванную комнату. Около суток идея крутилась в голове и обрастала новыми сценарными нюансами. И потом я понял, что этот сценарий надо снимать. Для начала нужно было разработать сам визуальный эффект. То есть продумать все аспекты съемки и постпродакшена для того, чтобы первоначальную идею максимально простым способом можно было воплотить в жизнь. Я положил на пол зеленую ткань, чтобы убрать часть пола, и также поставил дополнительное освещение внутри ванной и в коридоре. Итак, с третьего раза у меня наконец получилось снять дубль, который меня устроил. И моя кошка здесь тоже прекрасно отыграла свою роль. Снятое видео устраивало меня во всем. Единственный вопрос оставался, можно ли на таком материале сделать хороший трехмерный трекинг. Если вы уже знакомы с темой трехмерного трекинга, то наверняка знаете, что главное это правильно восстановить объем трехмерной сцены, ведь именно на его основе будут рассчитываться последующие движения камеры. Как я уже говорил, про трехмерный трекинг у меня есть обучающее видео на канале. Трекинг не занял много времени. Видео было снято одним планом. В нем было два куска, в которых надо было делать визуальные эффекты. Один на 55 секунд, другой на 6. В первую часть было добавлено 26 таргет-треков, во вторую часть 20 таргет-треков. В результате я получил две трехмерные сцены, с которыми уже можно было начинать работу. Сюжет моего ролика предполагал полное исчезновение пола, как спереди, так и сзади. Как решить эту проблему? Поэтапно. В качестве маски, по которой будет исчезать пол, я использовал обычную плоскость. Я поставил ее на уровень пола, откорректировал ее положение, подобрал уровень смаза при движении Motion Blur и просчитал черно-белые маски. Посмотрим, что получается на этом этапе. Плитка прекрасно обрезается по маске, и единственное, что край маски слишком четкий. Чтобы край маски соответствовал картинке, слегка размоем его. Теперь он выглядит довольно гармонично. Далее нужно отделить от фона дверные косяки. Эту проблему я решил просто, вырезал по маске каждый косяк. 1536 кадров вырезал по маске. Ничего особенного, тем более, что косяки не все время находились в кадре. Даже если не торопиться и тратить на каждую коррекцию маски около 30 секунд, то на все про все уйдет чуть более 12 часов. Поверьте, ротоскопинг или вырезание по маске не такое уж сложное занятие, оно не отнимает много времени при должном опыте. Кроме того, я сделал дополнительные маски для своих ног, для двери и дверной ручки при открывании и закрывании. Ну что же, теперь займемся трехмерной графикой. Я искал панораму, которая выглядела бы достаточно эффектно, и в результате нашел такую панораму, сделанную самарской компанией Avanti 3D. Мне понравилось, что здания, уходящие вниз и расположенные достаточно близко к камере, усиливают ощущение перспективы, а стало быть и эффект присутствия возрастает. Я договорился об использовании панорамы в своем ролике и продолжил работу. Сферическую панораму я положил в качестве текстуры на обычный шар и вставил его в трехмерную сцену, которая уже была готова. Масштаб шара я увеличил в несколько сотен раз, для того, чтобы свести возможные искажения к минимуму. Далее я просчитал сам фон со сферической панорамой. Вот так выглядит первоначальный композинг в программе After Effects. Здесь есть только передний план, вырезанный пол с дверью и дверными косяками, и задний план, отсчитанный фон. Отдельно стоит рассказать про эпизод с моей кошкой, которая сидит на краю плитки. Я использовал зеленый фон еще и с таким расчетом, чтобы в съемках поучаствовала моя кошка. Я считал, что с вырезанием ее зеленого фона не возникнет никаких сложностей. Я слегка ошибался. Фон я купил в обычном магазине тканей, и он был не совсем зеленый. Из-за этого кейнг был очень плохим. Я, недолго думая, решил сделать этот фон зеленым с помощью простого инструмента Hue Saturation. С помощью параметра Hue я подобрал тон, который, если можно так сказать, был бы максимально зеленым. Далее я сделал кейнг, с которым не возникло особых проблем, и после этого вернул картинку с помощью параметра Hue обратно в первоначальную цветовую гамму.
Сейчас я покажу, как я это сделал. Сначала я подобрал нужные параметры Hue Saturation. Hue минус 42 градуса. Далее я сделал кейнг и с помощью инструмента Hue Saturation вернул картинку обратно. Параметры были прямо противоположные. Hue плюс 42 градуса. Результатом я остался доволен. Итак, продолжу рассказ про трехмерную графику. Чтобы усилить ощущение опасности, я сделал трехмерную модель бетонной плиты, которая находится прямо под плиткой. Причем у этой плиты есть своя толщина. Я не буду подробно рассказывать про создание трехмерной модели бетонной плиты. Я использовал только небольшую деформацию поверхности и соответствующую текстуру. Также я добавил в плиту торчащие куски арматуры. Как вы заметили, в определенный момент внизу пролетает голубь, который невольно меняет сюжет. Направление полета голубя выбрано не случайно. Взгляд зрителя скользит за ним и переходит на другую часть пола, которая тоже почему-то исчезла. Над анимацией голубя я сильно не заморачивался. Взмахи крыльев вверх и вниз и деформация корпуса при поворотах. Далее необходимо было оживить фон. Сделать это проще всего с помощью анимации машин. Честно говоря, у них даже колеса не крутились. Я подобрал положение автомобилей, сделал им простую анимацию и поставил источник света так, чтобы тени были максимально похожи на тени в фоновой картинке. Далее я отдельно просчитал тени от автомобилей и положил просчитанные автомобили вместе с тенями на фоновое изображение. Казалось бы, все сделано, но не тут-то было. Такие нюансы, как отражение сцены в двери, очень много дают подобному ролику в визуальном плане. Они могут показаться второстепенными, но тем не менее они усиливают ощущение реальности происходящего. Как сделать отражение сцены на двери? Сейчас расскажу. Для начала нам стоит подготовить маску для того места, где будет отражаться вся сцена. Это около 3 секунд в начале и пара секунд в конце ролика. Я вырезал эти маски вручную, и это заняло не более 20 минут. Эти маски могут корректироваться впоследствии, чтобы на краях вырезанных элементов не вылезали ненужные артефакты. Итак, маски для двери у нас есть. Теперь нужно сделать отражение. Тут вообще ничего сложного. Делаем простую плоскость, ставим ее на место двери, корректируем ее положение так, чтобы поворот был именно такой, как у реальной двери, и настраиваем ее поверхность на 100% отражение. Она по-честному будет отражать сферу, которая у нас уже есть в сцене. Отражение будет именно таким, каким оно должно быть. Хвост кошки должен лежать на плитке. Тоже небольшая проблема. Вырезаем его покадрово маской, чуть размытой по краям. Просчитываем отражение сцены в двери. Далее в программе After Effects скорректируем отражение так, чтобы они гармонично вписывались в сцену. Ну вот, ролик почти готов. Осталось подобрать озвучку, которая бы гармонировала с видеорядом. Те звуки, когда я испуганно дышал, я записывал на балконе, чтобы при записи не было эха. Звук ветра, который дует на высоте и усиливает ощущение опасности, я нашел в интернете. А где же еще? Когда ролик был готов, я сделал лишь минимальную цветокоррекцию и не стал портить общую картинку. Конечный результат мне понравился, и судя по лайкам, не только мне. Ну что же, на сегодня на этом все. Пишите комментарии, оценивайте видео, задавайте вопросы. Всем удачи в творчестве. Впереди еще будет много интересного. С вами был Диман Оператор. Всем пока!